Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Дождь не просто шел. Он обрушился на город тяжелым свинцовым занавесом, стирая границы между небом и землей. Это был тот вид ливня, который вымывает цвета из мира, оставляя лишь оттенки серого. Серый асфальт, серый небосклон, серое бурлящее небо. Город, обычно шумный и живой, замер, словно испуганный зверь, спрятавшийся в нору. Улицы опустели, редкие машины проносились мимо, поднимая веера грязных брызг. Их шины шипели по мокрому покрытию, как рассерженные змеи. Вода, не находя выхода, собиралась в мутные потоки, которые с бульканьем и рокотом устремлялись к ливневым стокам, унося с собой уличный мусор, опавшие листья и обрывки чьих-то потерянных надежд. На окраине парка, там, где ухоженные аллеи переходили в заросший кустарником пустырь, старая бетонная труба жадно глотала эту воду. Она торчала из земли, как разинутая пасть доисторического чудовища, черная и бездонная. Вода стекала в нее медленно, но неумолимо, исчезая в темноте, откуда веяло сыростью, гнилью и холодом. Снаружи это место казалось совершенно пустым и забытым Богом. Ни души вокруг, только ритмичный стук капель по бетону и шум ветра, путающегося в кронах деревьев. Но это впечатление было обманчивым. Глубоко внутри, там, куда не проникал даже скудный свет пасмурного дня, была жизнь. Маленький комочек мокрой шерсти. Щенок. Он не знал, как он здесь оказался. Память сохранила лишь обрывки. Теплый бок матери, запах молока, затем резкий звук, чьи-то грубые руки, полет в неизвестность и жесткий удар о холодное дно. А потом пришла вода. Сначала она была просто неприятной лужей, но с каждой минутой дождь усиливался, превращая дно трубы в бурлящий поток. Щенок был совсем крошечным, его лапки, еще неуклюжие и слабые, дрожали не столько от холода, сколько от всепоглощающего, парализующего ужаса. Он пытался дышать, но воздух здесь был тяжелым, насыщенным влагой и запахом плесени. Каждое дыхание давалось с трудом, вырываясь из груди хриплым свистом. Он нашел небольшое углубление в стене трубы, крошечный выступ, куда вода пока не добралась, и вжался в него, пытаясь стать невидимым. Он был совершенно один в этом огромном, враждебном мире. Вода поднималась. Медленно, дюйм за дюймом, она подкрадывалась к его убежищу. Это был не просто поток, для щенка это был живой хищник. Ледяной, черный, пахнущий смертью. Вода лизала бетонные стены, пробуя их на вкус, подбираясь все ближе к его лапам. Он тихо заскулил. Это был звук, полный отчаяния и надежды, тонкий писк, который, казалось, должен был разорвать сердце любого, кто его услышит. Он звал маму. Он звал хоть кого-нибудь, но в ответ была лишь тишина, нарушаемая только монотонным шумом воды и раскатами грома где-то вдалеке. Эхо его голоса ударялось о своды трубы и возвращалось к нему искаженным, пугающим звуком, теряясь в темноте. Дождь усилился. Теперь он барабанил по земле снаружи с такой силой, что казалось, будто кто-то кидает камни. Поток в трубе стал агрессивнее. Вода начала захлестывать выступ, на котором ютился малыш. Холод обжигал лапы, проникал под кожу, сковывал мышцы. Время шло против него. С каждой минутой, с каждой секундой его шансы таяли. Инстинкт самосохранения, древний и мощный, заставил его двигаться. Щенок попытался ползти глубже в трубу, туда, где, как ему казалось, было выше. Туда, где было еще темнее. Но это была ловушка. Гладкий, осклизлый от времени и тины бетон не давал никакой опоры. Его коготки скребли по поверхности, не находя зацепок. Он скользил. Раз за разом он пытался подняться выше, и раз за разом сила тяжести и скользкая слизь тянули его вниз, прямо в ледяной поток.
Его всхлипывания становились громче, более резкими, захлебывающимися. Теперь это был не просто зов о помощи, это был крик ужаса перед лицом неминуемой гибели. В его глазах, если бы кто-то мог их сейчас увидеть, застыл чистый, первобытный страх. Зрачки расширились, поглощая остатки света, отражая черную воду. Он перестал бороться с бетоном и свернулся в тугой калачик, пытаясь сохранить те крохи тепла, что еще оставались в его маленьком теле. Он спрятал нос в мокрый хвост, закрыл глаза и задрожал всем телом. Холодная вода коснулась его живота, пропитывая шерсть насквозь. Дрожь стала неконтролируемой, зубы начали выбивать дробь. А снаружи жизнь продолжалась. Мир людей жил по своим законам, безразличный к трагедии, разворачивающейся под землей. Кто-то пробегал мимо по тропинке, прикрываясь газетой, спеша на автобус. Проехала машина, обдав обочину веером воды. Чьи-то шаги простучали совсем рядом с входом в трубу, но не замедлились. Люди были заняты своими проблемами, промокшей обувью, опозданием на работу, забытыми зонтами. Никто не подозревал, что в паре метров от них во тьме угасает маленькая жизнь. Внезапно, словно почувствовав что-то, щенок поднял голову. Сквозь шум воды до него донесся звук, отличный от других. Вибрация шагов. Тяжелых, неспешных. Он попытался встать. Его задние лапы подогнулись, сил едва хватало, чтобы удержать вес собственного тела. Вода была теперь опасно близко, она уже плескалась у его груди. Еще немного, и поток подхватит его, унесет вглубь канализации, откуда нет возврата. Он попытался гавкнуть, но из горла вырвался лишь жалкий хрип. Надежда вспыхнула и тут же погасла. Шаги удалялись. Он снова опустил голову, почти касаясь носом черной воды. Это была поза покорности. Он сдавался. У него больше не было сил бороться с холодом, с водой, с этим огромным страшным миром. Тишина. Только шум дождя. И вдруг шаги стихли. Кто-то остановился. Человек на тропинке замер. Это был мужчина средних лет, уставший после долгой смены. Он шел домой, мечтая о горячем чае и сухой одежде. Он уже прошел мимо трубы, когда его слух уловил что-то странное. Слабый, едва различимый звук. Скулёж? Или это скрипнуло дерево на ветру? Большинство людей пошли бы дальше. Разум подсказывал: тебе показалось, иди домой, не мокни. Но что-то внутри него заставило его остановиться, какое-то шестое чувство, та искра человечности, которая не дает нам пройти мимо чужой беды. Он обернулся к трубе. «Эй!» – негромко позвал он. В ответ лишь шум воды. Мужчина нахмурился. Дождь заливал ему лицо, стекал за шиворот. «Показалось», – решил он и уже сделал шаг прочь, когда звук повторился. Тонкий жалобный плач, полный такой безысходности, что у мужчины сжалось сердце. Он вернулся к краю оврага, поскользнулся на мокрой траве, но удержал равновесие. Осторожно спустился вниз, к черному зеву трубы. «Кто там?» – спросил он, вглядываясь в темноту. Он достал телефон и включил фонарик. Яркий белый луч прорезал сумрак, выхватывая из темноты шершавые стены, потоки грязной воды и мусор. Он вел лучом медленно, сантиметр за сантиметром, и вдруг свет выхватил два блестящих глаза. Глубоко внутри, прижавшись к стене, сидел щенок. Он выглядел как мокрая тряпка, его трясло так сильно, что это было видно даже с такого расстояния. Вода уже доходила ему до шеи. «Господи!» – выдохнул мужчина. Щенок зажмурился от яркого света. Он был в замешательстве и неуверенности. Свет слепил его, пугал. Инстинктивно он попытался отступить назад, вглубь трубы, но там была только вода. Он зарычал. Тихо, жалко. Это была не угроза, это была мольба. «Не делай мне больно». Мужчина понял это. Он опустился на колени прямо в грязь, не заботясь о брюках. «Тихо, малыш, тихо». Заговорил он спокойно и тихо. Его голос был низким, обволакивающим. В нем не было агрессии.
Я тебя не обижу. Я здесь, чтобы помочь». Он знал, что нельзя делать резких движений. Напуганное животное может укусить или, что еще хуже, броситься в воду и утонуть. Не спеша, очень медленно, он протянул руку вперед, внутрь трубы. Щенок увидел руку, огромную лапу незнакомого существа. Она приближалась. От страха, а не от гнева, он снова зарычал, оскалив крошечные молочные зубы. Вся его поза говорила: «Уйди, оставь меня». Рука замерла. Мужчина не отдернул ее, но и не приближал. Он просто держал ее на весу, давая щенку привыкнуть к своему запаху, к своему присутствию. «Ну же», — шептал он, — «иди ко мне. Там холодно. Там смерть, малыш. Иди сюда. Никаких резких движений, без спешки». Щенок остался неподвижным, но перестал рычать. Он принюхался. Сквозь запах сырости и гнили он уловил что-то другое. Запах тепла, запах жизни. Их взгляды встретились. В глазах собаки был ужас, смешанный с мольбой. В глазах человека решимость и доброта. Пауза затянулась. Это был решающий момент. Секунды растянулись в вечность. Вода вокруг щенка поднялась еще на полсантиметра. Ждать больше было нельзя. Мужчина снова начал медленно продвигать руку вперед. Ему пришлось лечь животом на мокрую траву и бетон, чтобы дотянуться. Плечо уперлось в шершавый край трубы, холодная вода намочила рукав куртки. Пальцы были всего в паре сантиметров от мокрой шкурки. Щенок отдернулся. Резкое движение, и его лапы соскользнули. Вода брызнула на стены трубы. Тело щенка ушло под воду, осталась только голова, задранная вверх. Течение подхватило его, потащило вглубь. «Нет!» — крикнул мужчина. Хватка угрожала выскользнуть, ситуация вышла из-под контроля. Щенок закричал от страха, булькающий, захлебывающийся звук. Он бил лапами по воде, но течение было сильнее. Но рука человека не дрогнула. Реакция была мгновенной. Новый рывок, еще более глубокий, почти отчаянный. Мужчина подался вперед, рискуя сам соскользнуть вниз. Его пальцы нащупали что-то мягкое и мокрое. Шкирка. Теперь хватка была надежной. Крепко, но мягко, стараясь не повредить хрупкие кости, он сжал пальцы. «Держу», — выдохнул он. Медленно преодолевая сопротивление воды и тяжесть намокшей шерсти, щенка тянули ближе к выходу. Он сопротивлялся. В панике он не понимал, что его спасают. Он думал, что хищник схватил его. Он извивался, скулил, пытался укусить руку, которая тащила его из бездны. Последнее усилие. Мужчина напряг мышцы, подтянул щенка к краю и рывком вытащил его на свет. Вдруг щенок оказался на улице. Воздух здесь был свежим, хоть и дождливым. Он больше не чувствовал под лапами скользкого бетона, он висел в воздухе, а затем оказался в безопасности, в теплых человеческих руках. Вода ручьями стекала с его мокрой шерсти, капала на куртку спасителя. Мужчина не обращал на это внимания. Он прижал щенка к своей груди, укрывая его от дождя полами куртки. «Всё, ты в безопасности», — шептал он, чувствуя, как бешено колотится маленькое сердце. Оно билось так быстро, словно птица в клетке. Дыхание мужчины стало спокойнее, адреналин отступал, уступая место облегчению. Тишина, вокруг все так же шумел дождь, но теперь этот звук казался другим, не угрожающим, а очищающим. Щенка осторожно завернули в сухой шарф, который нашелся в рюкзаке. Мужчина сел в свою машину, припаркованную неподалеку, и сразу включил печку на полную мощность. Теплый воздух наполнил салон. Щенок все еще дрожал, но теперь это была другая дрожь, отходняк после пережитого ужаса. Он лежал на сиденье, укутанный в шарф, и смотрел на человека большими умными глазами. Мужчина достал бутылку воды, налил немного в крышечку и поднес к мордочке спасенного. «Пей», — ласково сказал он. Щенок недоверчиво понюхал воду, затем сделал первый глоток, потом второй. Он начал лакать жадно, взахлёб. Напившись, он поднял голову и посмотрел на руку, которая держала крышку.
Осторожно, неуверенно он потянулся вперед и лизнул эту руку. Шершавый, теплый язык коснулся кожи. Впервые без страха. Это был жест бесконечного доверия, пакт, заключенный между двумя существами. Его дыхание теперь стало ровным и спокойным. Дрожь постепенно унималась. Тепло машины и человеческая забота делали свое дело. Он положил голову на колени своему спасителю и закрыл глаза. Он отдыхал, зная, что больше не один. Страшная труба, холодная вода, темнота – все это осталось в прошлом. Дождь за окном начал стихать. Тяжелые серые тучи, висевшие над городом весь день, начали расходиться, словно занавес после окончания драмы. Теплые золотистые солнечные лучи пробивались сквозь облака, освещая мокрый асфальт, заставляя лужи сверкать, как рассыпанные зеркала. Мир снова обретал краски. Зелень травы стала ярче, небо наливалось голубизной. Щенок открыл один глаз и спокойно посмотрел вверх, на свет, играющий на лобовом стекле. Он глубоко вздохнул и снова уснул, чувствуя под щекой теплую руку человека. Мужчина смотрел на спящий комочек и улыбался. Он был весь в грязи, его куртка промокла, он опоздал домой, но это не имело никакого значения. В этом огромном, хаотичном, часто жестоком мире, где каждый сам за себя, сегодня произошло что-то правильное. Иногда не нужны супергерои в плащах. Иногда достаточно одного обычного человека, который просто решит не проходить мимо. Достаточно одного хорошего человека, чтобы спасти целую жизнь. И глядя на мирно сопящего щенка, мужчина знал, он спас не просто собаку, он спас частичку своей души. Машина тронулась с места, увозя их обоих в новую жизнь, прочь от темной трубы, которая осталась позади, пустая и безмолвная, больше не имеющая над ними власти.